Перед началом этого ролика я хотел бы поблагодарить Многоликого за поддержку на Бусти. Поддерживая меня таким образом, вы очень помогаете мне создавать контент на моем канале. Чувство одиночества является чувством, с которым каждый из нас так или иначе сталкивался. Но как же это чувство отражается на персонаже, который буквально является воплощением одиночества? Каково это — быть настолько сильным, что ты начинаешь завидовать слабым из-за сложности найти друзей, подобных тебе, разумеется? Каково быть настолько погруженным в одиночество, что одно это чувство привело бы к тому, что вы захотели бы разделить себя надвое? Персонажем, которого мы сегодня будем разбирать, будет тот, кого невероятно часто просили разобрать в комментариях почти под каждым из моих видео из рубрики «Никто не понимает». Так что вот он, долгожданный выпуск «Никто не понимает», героем которого стал Примера из Пада — Койот Старк. Сегодня мы разберем позицию Старка в истории, его отношение ко всему и как оно влияет на его действия в истории. Не будем больше тянуть и начнем. Старк впервые появляется в 138 серии аниме и 229 главе манги. У него довольно простой, но при этом стильный дизайн персонажа с длинными коричневыми волосами, серо-голубыми глазами и легкой щетиной на подбородке. Дизайн отлично отражает и соответствует тому, какой Старк персонаж, ведь легкая щетина и отпущенные волосы порой нередко являются атрибутами персонажей, которые довольно ленивы или расслаблены. Его остаток маски находится на его шее, формируя с собой нижнюю челюсть. Его форма Аранкара весьма минималистична на детали, но то, как он ее носит, также немного нам о нем говорит, как и в случае с Гримджоу, разбор которого мы уже делали на моем канале, и сейчас он появится в подсказке сверху. В отличие от Джекерджака, Старк носит одеяние Аранкаров весьма опрятно. Его рукава опущены, воротник раскрыт, а на руках он носит перчатки, то бишь полная противоположность Гримджоу, который ничем старается не выделяться и не любит действовать, предпочитая просто заниматься своими делами. На левой руке он скрывает под перчаткой номер 1. Все это нам говорит его дизайн, а его действия подкрепляют это, показывая, что Старк ленив и не мотивирован, несмотря на свою позицию первого в Испаде. Он с радостью позволит Барагану, занимающему вторую позицию, взять на себя лидерство, что было показано в 318 главе в арке Фальшивой Каракуры. Большую часть своего времени Старк проводит за сном и, в отличие от большинства других членов Испады, не особо демонстрирует жестокость или высокомерие. Он невероятно наблюдателен и внимателен, несмотря на собственную лень, как когда следит за боями других членов Испады, пока сам находится в бою с Киороку в 361 главе. Он был удивлен Банкая Хицугай и спрашивает, все ли капитаны обладают такой способностью. Также нельзя забывать про его аспект смерти, одиночество. И, разумеется, этот аспект легко прослеживается в том, как он действует и говорит. Чтобы лучше понять это, нам стоит обратиться к прошлому Старка, которое он показывает нам в 374 и в 375 главе. В 374 главе начинается флешбэк, первыми словами которого являются «Я один». В свои последние моменты жизни Старк вспоминает, как он завидовал слабым. Как его товарищи умерли из-за того, что они были рядом со Старком, и он остался совсем один. Это гложущее чувство одиночества заставило Старка разделить свою душу надвое, чтобы иметь хоть кого-то рядом. Таким образом и появились Старк и Лилинет. Они не помнят ни как они выглядели, когда они были едины, ни того, кто из них был главным. Тем не менее, они помнят, что эта форма заставляла их чувствовать себя одиноко, и что они хотели избежать этого чувства. Он завидовал слабым, потому что, когда ты слаб, ты сбиваешься в группы с теми, кто также слаб, ведь вместе вы сильнее, чем поодиночке. Даже если стать слабым было невозможно для Старка, он всем сердцем желал найти друзей, которые были бы так же сильны, как и он, чтобы больше их не потерять по своей вине. В 375 главе мы видим, как к Старку подходит Айзен, пораженный горами трупов вокруг двух Аранкаров. Он спросил, убили ли их Старк с Лилинет, на что Старк ответил, что они умерли сами. Айзен замечает, что Старк довольно силен, а после добавляет, что ищет товарищей. Старк мгновенно реагирует, говоря, что также ищет друзей, но только если они сильны. Айзен убеждает его, сказав пойти с ним и проверить самому. А Старк уже был удивлен тому, что Айзен мог находиться с ним и не умирать, на чем флешбэк и прерывается. Этот флешбэк вспоминает сам Старк, когда он был атакован Сюнсуэн. В последние моменты своей жизни он извиняется перед Айзеном, так как считает, что так и не смог отплатить Соуске за то, что он теперь не чувствует себя одиноко. Он наконец получил товарищей в лице других членов Испады и, разумеется, Лилинет, которая первая спасла его от одинокого существования. Он в последний раз вспоминает, как он впервые заговорил с Лилинет после того, как они поделились надвое.
Они спрашивают имена друг друга, а после Лилинет спрашивает, куда он хочет пойти, на что Старк отвечает, что готов пойти куда угодно, предлагая отныне бродить вместе настолько долго, насколько это вообще возможно. И по улыбке, которую Куба нарисовал на лице Лилинет, она была рада услышать это предложение и приняла его. В конце же своего пути, когда Старк, истекая кровью, падал, он умер вместе с Лилинет. В аниме же режиссер придал драмы их смерти, и Лилинет в адаптации умерла первой. Старк в отчаянии звал и обращался к ней, но так и не получив ответа, из-за чего тот потерял всякое желание сражаться, и именно поэтому он так легко проиграл Киараку в его игре. Также весьма интересными я считаю скетчи Кубы в конце глав с битвой Старка, которые можно соединить в одну короткую историю. Эти скетчи были нарисованы с 372 по 376 главу в количестве 5 штук. Первая показывает двух волков. Следующая показывает, как одного из волков поражает тень и серьезно ранит его. На третьей мы видим, как другой волк тоскует по ранению первого. А на четвертой картинке второй волк ложится рядом с первым, не желая его оставлять. И на последней, пятой картинке мы видим два кровавых следа, оставшихся от убийства обоих волков. Эти маленькие скетчи отражают связь между Старком и Лилинет и красиво показывают, что они умерли вместе, когда Шансуй добил Старка. Сила Старка стала причиной его одиночества, но когда он встречает сильного оппонента в лице Синсуя, он спрашивает перед смертью, почему он должен сражаться против того, кого мог бы назвать равным, считая, что встретятся они в других обстоятельствах, он предпочел бы подружиться с ним, вместо того, чтобы пытаться убить друг друга. Сейчас нам стоит разобрать Старка уже в самой истории, от его первого появления до последнего. Если до сего момента видео вам было по душе, то рекомендую прямо сейчас поставить ему лайк, пока вы не забыли, а если вы впервые на моем канале, то можете оценить остальные мои видео из этой рубрики по подсказке сверху, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать новых. Тех же, кто уже давно подписан на мой канал, прошу проверить положение вашего колокольчика и написать комментарий длиной хотя бы в 5 слов, чтобы помочь продвинуть этот ролик в рекомендациях YouTube к новым зрителям. Пауза намеренная, и я вырвал вас из линии повествования, чтобы вы не находились в трансе весь видос и смогли все это сделать. Поэтому да, умники, которых бесит то, что я это делаю намеренно. Окей, вернемся к Старку. Первый раз, когда мы видим Старка активным в истории, происходит как раз после смерти Ааронира в 269 главе. Тут Лилинет решает беспардонно разбудить Старка, чтобы рассказать ему о смерти Девятого. Тем не менее, он говорит ей, что он уже в курсе. Когда она хочет вытянуть из него хоть какую-нибудь реакцию, он спрашивает у нее, что, по ее мнению, он должен сделать с этим. Куба нарисовал лицо Старка огорченным и опечаленным, когда он говорил все это. На первый взгляд может показаться, что это связано с тем, что ему все равно на смерть его союзника, но на самом деле ему не все равно, и он действительно расстроен потерей того, кого мог бы назвать товарищем. Это можно понять по его реакции на смерть другого члена Эспады, Барагана, в 371 главе. Как Харибель, так и Старк оба осознали его смерть. Старк выражает свое расстройство, говоря, что второй в Эспаде умер, но Айзен не сказал ни слова про это. Он показывает некое разочарование Айзеном, показывая, что он действительно не безразличен к смертям своих товарищей. Тем не менее, его ленивая натура не позволяет ему начать какие-то попытки отомстить, говоря, что это не его стиль. Следующее после смерти Ааронира появление Старка идет тогда, когда Орихиме хочет вылечить раны Кенпачи после битвы с Нойторой. Тогда-то первый в Эспаде и появляется неожиданно для Кенпачи Иичига. Он извиняется перед ними и говорит, что обычно не любит делать подобную работу, когда подмечает, что должен забрать Орихиме. Он появляется и исчезает настолько быстро, что ни Иичига, ни Кенпачи не успевают среагировать и остановить его. Старк имеет довольно крутую и спокойную натуру, и как по мне, он самый располагающий к себе из всей Эспады, и тот, с кем многие действительно могут себя сопоставить, особенно после 2020 года. Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал чувство одиночества, особенно большее количество из нас испытывало его во время сидения дома. Мы можем понять, как одиночество может повлиять на персонажа, его решения и поведение. Старк искренне желал избавиться от своего одиночества. Его отсутствие энтузиазма в выполнении приказов Айзена доказывает, что он не злодей. Он всего лишь тот, кто хотел дружбы. Когда он только прибывает в Каракуру, Бараган решает взять на себя роль лидера, с чем Старк не имел никаких проблем. Он действительно не был заинтересован ни в амбициях Айзена, ни чем-либо еще связанным с сражениями.
Он был благодарен Соске за то, что тот принял его в эспаду, ведь несмотря на свой ранг первого в эспаде, его присутствие не заставляло никого из его товарищей умереть. Это довольно печально, что ему пришлось примкнуть к армии Айзена, что по итогу привело к его смерти. Он был прекрасным, переформированным и нестандартным персонажем для вселенной, если бы не был убит и остался в истории. Его противником в арке фальшивой Каракуры, к несчастью, был Сюнсуй. К несчастью, потому что оба из них не были рады столкновению, и при других обстоятельствах были бы рады пропустить друг с другом по бутылочке саке. Не только их внешность чем-то схожа между собой, но и их характер весьма схож. Для нас, как для зрителей, довольно интересно наблюдать, как сражаются два довольно схожих персонажа, когда внутри эти персонажи предпочли бы не сражаться. Это показано в 329 главе, когда Шунсуй просит Старка отправить Лилинет подальше, так как он не сможет сражаться, не сдерживаясь, пока она рядом с ним. Старк отвечает ему, чтобы тот не волновался, так как он тоже не собирается сражаться на полную, и что они могут просто поиграться. Он не говорит это с высокомерием или недооцениванием своего противника, а всего лишь доносит, что предпочел бы не прилагать усилий. То, что он говорит после, очень сильно напомнило мне о людях из моего окружения, что заставляет меня улыбнуться каждый раз, когда я читаю это. Старк тяжело вздыхает и говорит, что вся эта ситуация идет против его натуры, и если бы все зависело от него, то он бы лучше притворился, что сражается, пока остальные находятся в пылу сражений и не обращают на него внимания. Киараку отвечает ему с такой же натурой, соглашаясь, что он хотел бы поступить так же, но, к сожалению, не в этот раз. После Старк достает свой меч, и сражение начинается. В 335 главе Старк доказывает, что он достаточно наблюдателен и умен, замечая, что Киараку не пользуется своим вторым мечом. И он не ведется на отговорки Шунсуя, когда тот говорит, что второй меч предназначен как замена первому. Отмечая, что Киараку амбидекстер, и хоть капитан все это время и сражался правой рукой, он более быстр, когда пользуется левой. Развеяв ложь Сенсуя, Старк заставляет капитана уточнить, будет ли первый в эспаде сражаться всерьез, если он все же начнет использовать свой второй меч. Но Старк отказывается из-за той же своей ленивой натуры и говорит, что был бы рад, если бы Киараку все не достал свой второй меч, так как капитан 8-го отряда и так достаточно силен, по его мнению. Но Киараку не прислушивается к нему и все же достает второй клинок. Также Старк показал свое быстрое мышление, быстро проанализировав и поняв, как Укитаки может поглощать и перенаправлять вражеские атаки. В 339 главе Шунсуй предполагает, что Старк второй в эспаде, но после он огорчается ответом Старка и продемонстрированному им номеру на одной из своей руке. Капитан не был удивлен такому исходу, понимая, что его битва не будет легкой. Они оба более или менее равны по силам, но когда Старк был поражен банкаем Хицугаи, Старк просит Сенсуя активировать свой банкай. Он зовет Лилинет к себе и использует свой ресуррекцион, Лос Лобос, что переводится как «волки». В этой форме Старк пользуется двойными пистолетами, стреляющими с РО, что является контрастом Шикая Кираку, который тот активировал в ответ на ресуррекцион Койота. Старк продолжает уламывать Киараку активировать банкай, но Укитаки убеждает Сенсуя не делать этого. После появления Вандервайса происходит довольно поворотный момент в битве, где созданная ранее картина победы Шинигами развеивается с его криком. После этого Старк вынужден сражаться с Вайзардами, Роузом и Лавом. Они гадают, станет ли Старк сражаться более агрессивно, чтобы отомстить за смерть Барагана, которая заставила его проявить эмоции. И мы понимаем, что смерть Барагана действительно повлияла на Старка в бою, но в обратную сторону, так как потеря товарища заставила его стать медленнее по замечанию Лава. Старк осознает, что теперь ничего не имеет значения, так как у Айзена нет никаких намерений помогать им или хотя бы хоть как-то участвовать в их боях, намереваясь спасти ценных, казалось бы, для него юнитов. Он соглашается с тем, что его противники сильны, и сейчас он предпочел бы просто пойти домой и лечь спать, вместо того, чтобы сражаться с ними. Лилинет начинает говорить с ним изнутри, подмечая, что ему нужно перестать так говорить. Она подмечает, что Айзен дал ему позицию первого в эспаде не без причины, и что если он действительно не хочет, чтобы ни один из его товарищей умер, то ему нужно сражаться. Старк неохотно соглашается с этим и начинает сражаться с Вайзардами вновь, желая больше не позволить умереть ни одному из своих товарищей. Он активирует стаю волков, натравливая их на Лавы и Роуза. Он рассказывает, что волки — это не простое СРО, а часть его души. Как я разбирал в своем недавнем ролике Айкидо, а также еще разберу в своем ролике про душу,
Душа в Диче является куда более концентрированным источником силы, чем Рейрёку, что ставит волков Старка как минимум в одну линию с условным Иттакаса, пускай и меньшего масштаба, но при этом не требующего целую руку на преобразование. Именно способность к свободному разделению и управлению своей душой является основной способностью Старка как Аранкара. Он советует Вайзердам просто уйти, так как тогда он не станет их преследовать. В этот момент Старка можно поставить в параллель с Ичиго, ведь его слова подтверждают, что он более не сражается за победу или за Айзена, но больше для того, чтобы защитить тех, кого считает товарищами. Посему он не погонится, чтобы навредить противникам, и для него главное – жизни приближенных к нему. Тем не менее, Вайзерды отказываются от его предложения, так как для Шинигами это не просто драка со Старком, и просто покинув поле битвы, они откроют путь Айзену. Старк остается без какого-либо другого выбора, говоря, что ему не нравится это делать, когда он решает добить их, но его останавливает атака Шинсуя в спину. Стоит отметить, что Старк постоянно предупреждает своих противников, когда он собирается поступить против своей натуры. Он делает это несколько раз, прежде чем принимать какие-то условные активности, как, например, когда забирает Орихиме Кайзену или сражается, используя всю свою силу против Сюнсуя. Ну и, разумеется, последняя вещь, когда он решает добить Лава и Роуза, что он также делать не хочет. В его последнем столкновении с Киараку он играет с ним в игру его Шикая. В манге Киораку называет серый цвет, атакуя руку Старка с серым нарукавником. Койот быстро понимает правила игры, но Сюнсуй называет черный цвет и атакует Старка поперек груди, заставляя его до пустого начать трескаться. Его одиночество развеялось под конец его жизни, когда он принял тот факт, что Лилинет и Эспада спасли его от этого одиночества. После осознания и преодоления своего аспекта смерти, подобно Улькиоре, разбор которого тоже есть на моем канале по подсказке сверху, Старк умирает с облегчением. Так как один из моих зрителей высказал симпатию к моему разбору персонажа через его арку развития, я вернул ее в сценарий, и Старк весьма интересный для антагониста истории случай. Несмотря на свои короткие и редкие появления в истории, в глобальной перспективе, Старк идет по положительной арке развития, которую я, как обычно, беру из книги K.M. Violent «Создание арок персонажа». Персонажи с позитивной аркой развития начинают свое путешествие неполноценными в какой-то мере, веря в какую-либо ложь или просто не принимая какого-либо факта о мире, не понимая правды. Но, пройдя свое приключение, они сталкиваются с препятствиями, бросающими вызов их вере и взглядам, пока в конце они не осознают правду, которая заканчивает их арку персонажа на изменении в положительную сторону. Когда дело доходит до Старка, он чувствует себя неполноценно из-за гложущего его чувства одиночества. Он подвержен одиночеству, что рождает его ленивую и отстраненную натуру. Несмотря на наличие товарищей в лице Эспады и Лилинет, он все еще чувствует себя одиноко, внушая себе это чувство, пока он не начинает терять своих товарищей. Это начинается с легкой грусти после смерти Аранира, но более явно продолжается после смерти Барагана и реакции на смерть второго Эспады от Айзена, а точнее на отсутствие реакции как таковой. Эта смерть была более значительной, чем смерть других членов Эспады, так как Бараган был одним из топ-3 Эспады. Старк надеялся, что Айзен почувствует потерю, когда один из сильнейших его воинов умрет. Но когда он понимает, что их лидер полностью безразличен к такому, Старк теряет желание сражаться, учитывая, что он и так с самого начала не очень-то и хотел этого делать. Он понимает, что Айзен не станет им помогать, так как не ценит и не ценил их с самого начала. Понимает, что его противники слишком сильны, и он понимает, что если битва продолжится, то кто-то еще может умереть. Здесь он бросает вызов своему одиночеству, ведь вместо того, чтобы просто уйти с поля боя, он прислушивается к Лилинет и соглашается продолжать сражаться, чтобы не позволить убить еще больше его товарищей. В конце же он понимает, что он не был один. Если обратить внимание на то, что в 374 главе он начинает свой флешбэк со слов «Я один», но в 375 главе прямо перед своей смертью он говорит про себя «Я не один», в точно таком же темном облачке, то мы поймем, что он это понял. Думаю, легко понять, что ложь, в которую верил Старк, развеялась с этими словами. То, чего он хотел, было избавиться от одиночества, а то, что ему нужно было, понять, что он уже давно не один. Пускай и призрак прошлого, показанный нам в флешбеке в виде кучи трупов тех, кто к нему приближался, и преследовал его очень долго. Стоит также отметить то, как Шунсуй смотрел на Старка, когда тот падал на землю, умирая.
Лицо Кьороку не было наполнено радостью победы или облегчением, а наоборот, мы видим весьма грустный взгляд, провожающий Койота. Я думаю, он и правда предпочел бы не убивать Старка. И Старк чувствовал это, так как во время их битвы он несколько раз подмечал, что Сюнсу идет против своей натуры. Например, в 362 главе, когда Кьороку атакует Старка со спины, или когда прерывает его, атакуя во время разговора. Также в 363 главе, когда Сюнсу атакует Койота из-под тишка, намереваясь отрубить его голову со спины. Может, я и преувеличиваю, но, как по мне, действия Синсуя были предзнаменованием смерти Старка, так как Йороку с самого начала боя согласился с Старком, что предпочел бы не сражаться всерьез, но не в этот раз. Это был первый раз, когда Шунсуй пошел против своей натуры, что заставляет Старка разочароваться в том, что Кьороку решил все-таки победить его. Это легко заметить через ответы Старка и через его смену отношения, когда он говорит, что расстроен решением Синсуя убить, несмотря на то, что ранее капитан показал, что имеет схожую с Койотом натуру. Неожиданные атаки Киараку явно были нацелены убить Старка, что конфликтует с ожиданиями и представлениями Старка о Шунсуе. После второй неожиданной атаки Старк говорит Кьороку остановиться, так как это совсем не похоже на него. Но Синсуй говорит, что Койот не должен говорить ему, какой он, и что он действует так, как захочет. Это еще больше расстраивает Старка, так как его чувство схожести с Кьороку начало развеиваться, несмотря на то, что он был очень заинтересован в схожих между ними сторонах. И в конце Синсуй побеждает его, но не без чувства того, что он поступил против своей натуры, как и говорил Старк. Чувство того, что он убил того, кто предпочел бы даже не быть на поле боя, наполняло его, так как ему знакомо чувство Старка из-за его собственной ленивой и расслабленной натуры. Именно по этой причине Киараку провожает падающего Старка грустным взглядом. Напоследок хочу разобрать имя Старка и символизм, скрытый в нем. Его неспроста зовут Койот, ведь если мы сравним его с животным, в честь которого его назвал Куба, мы явно сможем найти схожие черты. Обычно койоты живут и путешествуют стаями семей, но чаще всего они встречаются нам поодиночке, охотясь и выживаясь без стаи. Койоты, которые проводят большую часть жизни одни, зовутся одиночками, и становятся они такими по разным причинам. Они могут быть разделены с их семьей в раннем возрасте, а могут уйти из стаи в поисках самки, чтобы вместе с ней начать свою собственную стаю. Я считаю, что имя Старка отсылает именно к койотам-одиночкам, одиноким путешественникам. Как и в случае с Нуиторой, ресуррекцион Старка также скрывает в себе некий символизм его желания. И если в случае с Нуиторой, мотивом которого была Луна, в случае со Старком идет другой символизм. В своем ресуррекционе Старк обладает способностью призывать волчью стаю, что, как по мне, олицетворяет желание Старка быть частью стаи. Его способность отражает его одиночество, а название ресуррекциона в множественном числе явно дает понять, чего он желал. Это маленькая деталь, которая может что-то значит, а может я просто это сам придумал, но я предпочитаю считать это деталью, которая прибавляет глубины его персонажу. Ну что же, на этом анализ Старка закончен. Что вы думаете о Старке? Какова была его жизнь, если бы он не встретил Айзена, или если бы он выжил? Смог бы он подружиться с Сюнсуем, по вашему мнению? Пишите об этом в комментариях, а заодно нагоните тем самым трафика. Также, если видео вам понравилось и вы досмотрели его до конца, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, врубив колокольчик на все уведомления. Я надеюсь добраться до отметки в 5000 подписчиков до конца этого года, поэтому я надеюсь на вашу поддержку и распространение моего контента среди ваших еще не смотревших меня друзей. Также вновь хочу поблагодарить Многоликого за поддержку на Boosty и буду рад расширить этот список в будущем. Скоро эксклюзивно для Boosty и Patreon будет выходить эксклюзивный контент, например, в виде моих реакций на Атаку Титанов и другие довольно интересные проекты, которые я еще не смотрел, так что сейчас самое время оформлять подписку. Ну и в конце хотел бы сказать вам спасибо за просмотр, удачи вам, здоровья и боброн!